Врачи отговаривали Наташу рожать и о рисках предупреждали. И теперь получилось, что правильно отговаривали-то. Во время родов резко подскочило давление. Ребенка спасли, маму нет. Если бы сразу отправили на кесарево сечение, может, и обошлось бы. Но Наташе почему-то с больными почками позволили рожать самой. А ему-то, Денису, что теперь делать? Он смотрел на сморщенное личико в конверте и совершенно не понимал, что дальше. И ведь говорил он Наташке: «Не надо нам детей. Раз отговаривают врачи, если они так предупреждают, но и обойдемся мы. Ты есть у меня, я у тебя, и хватит нам. Обязательно всем плодиться, что ли?» Но Наташе хотелось. И вот, пожалуйста. Она ушла куда-то далеко, откуда еще никто не возвращался. А Денису-то все это зачем? «И что мне с ним делать?» – задумчиво спросил он. Никаких чувств, недоумения, раздражения, желание забиться в угол и оплакивать свою жену, молодую и красивую. А тут кулек какой-то. «Хотите оставить?» – вздохнула акушерка. «Чего ж сразу не сказали? Надо бумаги подписывать». Слово «оставить» немного отрезвило Дениса. Хватит, он уже им жену оставил, а обратно получил вперед ногами. Денис принес пищащий конверт домой. Дома его мать, злая и раздраженная, отмыла квартиру и приготовила место для ребенка. Он понимал маму. У нее была своя жизнь, и класть ее на внука она не собиралась. Да, видимо, придется. Мать была человеком недобрым. Мужа своего, отца Дениса, запилила до смерти. Он умер 5 лет назад от инсульта. Поплакав, мать пустилась во все тяжкие. Не по мужикам пошла, в смысле, а занялась жизнью. Стала ездить в путешествия 2 раза в год, нашла подработку через интернет, увлеклась рисованием. Неплохо получалось, кстати. Подумывала заняться йогой или пилатесом. Постриглась, помолодела. Стала уже подумывать, не начать ли встречаться с мужчинами, когда случилось то, что случилось. Мать стала свободной после смерти отца, увлеченной, радовалась жизни, но добрее она не стала. «Надо же было обязательно на больной жениться, да, сынок?» Язвительно прокомментировала Светлана смерть невестки. Денис подумал, что сейчас задохнется. Ему бы поддержку бы. Но это же его мать. Он привык за почти 30 лет. «Что делать будешь? На меня поди рассчитываешь?» Он поднял на нее глаза, полные муки. «Может, хотя бы после похорон обсудим?» «Да ради бога!» Она, не забывая отпускать едкие комментарии, помогла и с похоронами, и с поминками. А вот теперь подготовила место для малыша. Кровать Денис собрал сам вчера. Толком не помнил, как собирал. На глаза то и дело наворачивались слезы. Как-то собрал, и слава богу. Они с Наташей заранее не готовились к появлению ребенка, учитывая ее диагноз, мол, плохая примета. В итоге ничего не сработало. Наташа умерла, а Денис чуть не спятил, организуя похороны, поминки, готовясь к выписке сына из роддома. Спасибо матери, конечно, хоть и злая, но не бросила. Светлана, злясь и раздражаясь, заботилась о ребенке. Одновременно учила Дениса, все показывала ему. «Учись, я с тобой до смерти сидеть не буду». «Да не надо мне про смерть-то!» – морщился он. «Слушай, не зли меня, ей-богу. Я ему помогаю, он еще недоволен. Как назвал-то отпрыска своего?» «Никак не назвал, думаю». «Слушай, сынок,
А ведь ты не хотел ребенка. Вот Наташка тебе подсуропила, конечно. Неужели вы не обсуждали, как назовете? Мам, да хватит уже. Не трави ты мне душу-то. Наташка его хотела. Значит, надо вырастить как-то. Как-то. В том-то и дело, что вы все делаете как-то. Женитесь как-то, рожаете вон как, с размахом. Был человек, нет человека. Зато родила. Теперь растит тут его вместо нее. Как-то. И так все это зло и жестоко говорила мать, что Денис разрыдался. А следом и мальчик без имени 6 дней от роду заплакал. И стало понятно, как пусто и мрачно в доме, несмотря на то, что в нем появилась новая жизнь. Света махнула рукой на Дениса, взяла ребенка на неласковые руки и принялась механически качать. «Имя придумай», — только и сказала она. Назвали Славкой, Вячеславом. Как-то растили, у всех растут, и у них рос. Ругались, конечно, с такой матерью невозможно не ругаться. Светлана даже не умилялась на первые достижения Славика. Вот что это за человек? «Ма, смотри, он ползет!» «Вот это да!» Не оборачиваясь, с сарказмом отвечала Светлана, моя посуду. «А теперь смотри, чтобы не заполз никуда!» Загулил, присел, пополз, потом приподнялся и пошел. Потом начал ступать уверенно. Хорошим мальчиком рос Славик. Жаль, что без любви. Денис иногда улавливал в сыне черты покойной жены, но это было нечасто. В основном он видел в ребенке причину, по которой приходилось 30 лет жить с мамой. Нет, если не брать во внимание сарказм Светланы и ее жесткую критику, они неплохо сработались. Отпускали друг друга на волю. Света даже однажды улетела на неделю к морю. Правда, Денис за эту неделю чуть не свихнулся. Он что-то зарабатывал, конечно, работая администратором на складе. Жить можно было, а вот нанять няню было не на что. В таком режиме они прожили 4 года. Денис все обдумывал, как изменить ситуацию. Света говорила: «Может, ты женишься? Будет у ребенка мачеха, молодая. Молодой-то проще с детьми, чем мне. Последние нормальные годы ведь у меня крадете». Денис изредка встречался с девушками, но как-то не слишком они его впечатляли, чтобы жениться. Да и он их, если уж на чистоту. Потому что был Денис постоянно уставший, замученный и не выспавшийся. И ухаживал за собой кое-как, и не побриться мог неделю, и в несвежей рубашке на свидание прийти. Матери хватало забот со Славиком, за Денисом она не следила. «Я бы женился, не на ком», — пожимал он плечами. Мать раздражалась какой-нибудь злобной тирадой, и все дальше шло своим чередом. Денис, он шел домой, когда услышал этот удивленный возглас справа от себя. Голос был смутно знакомым. Он повернул голову, увидел Маринку, свою подругу и одноклассницу. Не виделись они неприлично давно. В общем, не виделись. «Маришка!» – растерянно сказал он. А говорили в Москве. Говорили, вышла замуж за богатого. Приехала, наверное, навестить кого-то, родителей. Он и сам не понял, как так вышло, что они обнимаются. При этом Марина поглаживает Дениса по голове, как маленького, и говорит: «Все хорошо, ну чего ты?» Он расплакался, оказывается. Денис так устал за эти годы просто от того, что не с кем было поговорить, все выплеснуть, что накопилось на душе. Он позвонил матери, отпросился, так сказать. Марина потащила его в какой-то ресторан. Там они немного выпили, хорошо закусили.
Денис даже забыл, когда он так проводил время. Да никогда, кажется. Ты чего напрягся? Слушай, я как-то не подумал, а чем за все это платить? Марина отмахнулась. Денег хоть одним местом жуй. Про деньги хоть не думай. А у тебя-то как дела? Я развелась, разбогатела. Приехала навестить маму с папой. Когда уезжаешь? Марина смотрела на Дениса. Боже, как она его любила когда-то. Так любила, что, узнав о его женитьбе на чахлой Наташке, собралась за один день и укатила в столицу. Тогда она так злилась, что желала Наташке сдохнуть. Кто ж знал, что исполнится? Да понятно, что Марина ни при чем. Наташка была с детства вся больная, так что и неудивительно. Удивительно другое, что Денис в ней нашел. «Давай проведем ночь вместе», — вдруг сказала Марина. Он подавился кофе. «Чего?» — прохрипел, пытаясь откашляться. «Нет, ну если ты до сих пор в трауре...» И тут он расхохотался. Марина подумала, умом тронулся. Может, нельзя было в таком ключе о его покойной жене? «Прости». «Да». «Что да?» «Да, давай проведем ночь вместе. А по поводу твоей шутки, знаешь, я за 4 года с мамой оброс броней, как только она по этому поводу не изгалялась». «Сочувствую». Марина помолчала. «Гостиница-то в этом городе есть?» «Забыла за 11 лет?» «Просто никогда не пользовалась». Лежа в темноте, Марина боялась дышать. Ее переполняло счастье. А Денису лезли в голову какие-то странные мысли. Почему он не переспал с ней до того, как женился? Может, тогда и не женился бы. Наташка, такая далекая сейчас, была бы жива. Мать довольна. Не было бы Славика, конечно. Был бы кто-то другой. «Почему ты разошлась с мужем?» «Мой муж – олигарх. Он меня подобрал прямо в аэропорту. Случайно заметил ворону, которая не понимает, куда ей идти и что делать дальше. Всегда говорил, что мне очень повезло. Ну, а когда я стала 30-летней, Вадик нашел себе жену помоложе, а меня обеспечил на всю жизнь. Вот такая история. Детей у тебя, я так понимаю, нет? Я не хотела от Вадика детей. Я знала, что музыка будет играть недолго. У них там это вообще нормально. Старых жен менять на новых. Ты его любила? Спятил. Я была благодарна и за то, что женился, и за то, что ушел от меня. За деньги я особенно благодарна. Так хреново без денег. Уж я-то знаю. Они договорились, что Марина придет к нему на следующий день, со Славиком познакомиться. А у Дениса, как назло, на работе случилась накладка. Телефона-то он у Марины не взял. И не подумали они об этом, не до того было. Денис позвонил матери. «Я задержусь на работе, а там придет Марина. Попроси ее подождать. Ладно?» «Какая еще Марина?» Недовольно спросила Света. «И насколько ты задержишься? У меня встреча с подругой. Сегодня моя очередь гулять». «Слава, да не ори ты и не лезь. Да, это папа звонит, но ему не до тебя». Даже привыкший к поведению матери, Денис вдруг почувствовал во всем этом что-то неправильное. Ему стало за нее стыдно. И жаль Славика. Что это с ним? Неужели Маринка так подействовала со своей любовью? Денис подозревал, конечно, еще тогда, в школе. «Ты ее узнаешь», — бросил он матери. «Мне некогда. Пока». Светлана открыла дверь с заведомо недовольным лицом.
но, рассмотрев гостью на пороге, ахнула. «Мариночка, какая ты стала красивая! Нет, ну то есть ты и была. Проходи, Денис задержится, просил подождать». Они сидели в кухне и мило болтали. Светлана узнала, что Марина развелась, и увидела, судя по внешнему виду, что она не бедствует. Девушка принесла ей в подарок дорогие французские духи, чем окончательно настроила Светлану на хороший лад. В кухню тенью протиснулся мальчик, так тихо и скромно, что Марина бы, может, его и не заметила, если бы не выходка Светланы. «Нет, ну что же это такое? Тебе сколько раз говорено, не ходи сюда, если тут взрослые сидят. Но вообще ничего эта бестолочь не понимает. Выйди немедленно». «Я пить хочу», — угрюмо сказал ребенок и насупился. «Я тебе принесу попить. Иди», — повысила голос Светлана. «Я сейчас хочу, очень хочу. У меня рот сухой». «Нет, ну чего только не придумает, чтобы залезть, куда не просят. Что я тебе сказала? Вышел немедленно». Она схватила его за руку повыше локтя, открыла дверь, вытолкала ребенка, а дверь закрыла. И, как показалось Марине, получила какое-то садистское наслаждение, унизив ребенка. Раньше Марина бы, наверное, промолчала. Какое ее дело? Ребенок-то чужой. Но 11 лет жизни в Москве с большими деньгами сделали ее другой. Светлана повернулась к ней, чтобы сказать что-то, и осеклась. У нее все внутри сжалось от ледяного, высокомерного взгляда Марины. «А почему вы так обращаетесь с собственным внуком?» Надменно поинтересовалась Марина. «Он вам что-то задолжал? Или в чем проблема? Почему вы ведете себя с ним, как надзиратель заключенным? Мальчик в чем-то провинился. Верните его в кухню и дайте воды». Светлана уже пришла в себя. Да что эта девчонка себе позволяет? И главное, когда она стала такой? Была обычная девушка, ну красивая, да. Светлана помнила, как эта самая Марина сохла по Денису, какими глазами на него смотрела, овечьими. А сейчас гляньте на нее, барыня какая. «А ты почему так со мной разговариваешь в моем же доме?» «Значит, вы меня не услышали. Хорошо, я сама займусь мальчиком. Слава, кажется, так его зовут. А вы передайте Денису мою визитку, когда он придет». Она выложила карточку с телефонами на стол. Марина встала и вышла в комнату. Пока она собирала Славика, который совершенно не был против, Светлана угрожала полиции и всячески пыталась Марину оскорбить. Девушка была невозмутима совершенно. Она словно и не замечала, что рядом беснуется человек. «Я звоню в полицию», — повторила Светлана, загораживая выход. «Ты похитила ребенка». «Так звоните, пока вы только орете, как сумасшедшая». Светлана задохнулась от возмущения. Марина отодвинула ее и вышла из квартиры со Славиком. Внизу, около подъезда, она присела на корточки, посмотрела на ребенка и сказала: «Что, не сладко тебе пришлось?» Славик вздохнул и спросил: «А ты добрая?» «А то! Хочешь в кафе? Будем там пить и есть, и ждать твоего папу». «Он не скоро придет. Он звонил и сказал, что задержится». Мальчик старательно выговорил сложное слово. «Ничего, думаю, в силу новых обстоятельств он придет быстро». Денис выслушал вопли матери в трубке и сказал: «Мам, не кричи. Сфотографируй визитку и скинь мне, хорошо? А то я вчера забыл взять у Маринки телефон». «Твоя Маринка – хамка и воровка.
Она украла Славку. Я разберусь. Скинь фото. Когда Денис приехал, куда сказала Марина, они в торговом центре покупали Славе игрушки. Мальчик уже зевал. Он объелся в кафе, но старательно помогал Марине, тыкал пальцем в то, чего ему хочется. «Ну и куда мы это все потащим?» – почесал голову Денис. «Да и вообще, разбалуешь и уедешь, а я что делать буду?» «А я никуда и не уеду. Я утром купила квартиру, так что тащить есть куда». «Не уедешь?» Денис не поверил. Не променяет же она жизнь столицы и весь тот блеск, который дают деньги, на него и на Славика. «Нет, не уеду. И ребенка я больше твоей Мегере не отдам. Уж извини». Она еще злее стала, если такое возможно. «Факт», — согласился Денис. «Но она моя мать, и она помогла. Очень». «Помогла, и спасибо. А теперь мы сами. Да, Славик?» «Да», — сказал он. «Марина, мне уже хватит игрушек. Спасибо». Денис подхватил Славика на руки, и тот моментально уснул, положив голову отцу на плечо. У Марины слезы на глаза навернулись. «Ты чего?» — улыбнулся Денис. «Ничего. Так, хорошо просто стало». Она подошла к нему с другой стороны и прижалась ко второму плечу. Денис обнял Марину свободной рукой. «Правда хорошо», — подумал он. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.